Мужчины, продолжая тему времени жизни и энергии, которая несравнима для женщин и для мужчин, добавлю для вас такую мысль, что цените женщину в вашей жизни. Это ваша дочь, это ваша мать, это ваша сестра, это ваша жена. Цените и понимайте, что ее присутствие в вашей жизни, даже мысли о вас, даже если она не находится рядом с вами, наполняют вас энергией и дают вам энергию. Если вы манипулируете этими качествами, к вам вернется негативная обратка. То есть, когда женщина присытится и поймет, что вы ее разрушаете или используете, или манипулируете ей, ее негативные мысли разрушат все то, что вы получили ранее. Более того, они могут разрушить ее негативные мысли, ее даже просто негативное состояние, обида, да, на вас, раздражение, злость, могут ее слезы. Это вообще, это то, что вас потом может разрушить полностью. Бизнес, здоровье, все подряд, все, что вы нарабатывали, как говорится, может потом пойти не тем путем или более того разрушиться. Поэтому цените и берегите женщин в вашем присутствии. Это всегда для вас продление жизни, учитывайте. Более комфортная, более безопасная, более длительная жизнь у того мужчины, у которого есть та женщина, которая о нем думает в позитивном ключе, которая его любит, которая его ценит, которая его благодарит, о нем там беспокоится, переживает, заботится. Это всегда продлевает мужчине жизнь. Цените каждую женщину и всегда помните, что есть определенная, скажем так, иерархия и различные приоритеты по взаимоотношениям с женщинами. То есть вы не можете относиться к матери и к жене одинаково, вы не можете относиться одинаково к дочери и к жене. Вы должны понимать, что на первом месте в вашей жизни это вы. На втором месте это ваш партнер, то есть ваша партнерша, ваша жена. И потом идут ваши дети. Пока вы в подрастающем возрасте, да, и у вас нет своей жены, на первом месте у вас мать. И мать остается с вами и важным, самым ключевым, первостепенным источником того вектора взаимоотношений с женщинами, как вы будете проживать, да, эти взаимоотношения. И она остается этим вектором для вас в течение всей жизни. И она в течение всей жизни будет давать вам энергию. Единственное, что вы не должны, скажем так, относиться равнозначно при наличии жены к жене или к матери, равнозначно между ними. Вы не должны показывать, что они могут друг с другом соревноваться, соперничать. И точно так же касается вашей жены и вашей дочери. У них у всех, вашей сестры, то есть у них у всех разные роли. И вы понимать должны, что вы приходите в эту жизнь, вы выходите из семейного очага вашей матери, вашего отца, и вы как мужчина должны создать свою собственную семью, в которой вы становитесь вот этим главным мужем, да, ведущим, лидером, отцом. И, соответственно, чтобы создать своих детей, вы должны быть готовым создать и вести самостоятельно свою собственную семью, стать мужем для своей жены. Иначе, если вы остаетесь в позиции сына своей матери, а не в позиции самостоятельного мужчины и мужа своей жены, то в присутствии своей жены, то, соответственно, вы не даете шанса себе для рождения детей, для развития благоприятных взаимоотношений с вашей женой, для ее уверенности в вас, да, чувстве защищенности, то есть не будет развиваться такая семья гармонично и в принципе может не развиваться, а может очень быстро закончиться. Постарайтесь всегда подчеркивать ценность вашей жены, оберегать ее от каких бы то ни было стрессов извне.
Стрессы извне — это все, что извне. То есть это все, что вне вашего дома и все, что вне круга вашей семьи. Круг вашей семьи — это вы, ваша жена и ваши дети. Вот это круг вашей семьи. Точно так же, как было у ваших родителей: папа, мама и дети. Точно так же и вы становитесь взрослым, самодостаточным в идеале, самостоятельным, ответственным и создаете свою собственную семью. Но тогда необходимо вот это внутреннее чувствование. Тогда любая женщина, которая выберет вас в качестве своего мужа, будет чувствовать с вами себя комфортно, безопасно, и что она в любви, что она в заботе, что ее принимают и поддерживают. И она будет давать вам энергии с лихвой, поверьте. Конечно, я рекомендую и женщинам, и мужчинам проходить сеансы чисток в любом возрасте, и желательно неоднократно. Это всегда очень сильно укрепляет, восстанавливает и помогает в достижении любых целей, которые есть у каждого человека по жизни, в принципе, семейных задач. Вот. И старайтесь просто понимать, что если у вас есть сложности в ваших отношениях с вашими партнершами, это касается как мужчин, так и женщин, да, и с вашими партнерами, супругами, или вы на распутье или пытаетесь понять, что вам делать, да, заканчивать эти отношения, или вам бы хотелось их все-таки укрепить, очистить, то я советую, конечно, записывайтесь на сеансы чисток семейные. Есть отдельно такая категория, да, и эта работа будет уже вестись конкретно на вашу семью, на ваш семейный эгрегор работа будет идти, то есть для мужа, жены, для деток. И здесь будет очищение и укрепление. А какая, конечно, карма и задача у вашего семейного союза, это мы отдельно разбираем уже на консультации и в общении с вами. Поэтому главное, помните, мужчины, цените своих женщин, любите и благодарите, и максимально поощряйте эмоционально, чтобы женщина испытывала радость. Какая-то женщина испытывает радость от пеших прогулок, от походов, какая-то от подарков, от дешевых, от дорогих, от любого внимания, какая-то от того, что ей приготовили ужин, обед или завтрак, какая-то от того, что просто ее обняли неоднократно и не по-быстренькому, отвлекаясь на телефон или общение с кем-то. Все женщины разные. Смотрите, какая у вас женщина, и старайтесь ее максимально благодарить и поощрять. Во благо.